Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. В прошлом видео я показала вам, как можно сделать очень красивое панно для декора дома из яичных лотков. Судя по количеству просмотров, оно вам понравилось, и поэтому сегодня я решила продолжить тему использования яичных лотков и покажу вам, как можно сделать очень милый и необычный декор для дома. Делать сегодня мы будем с вами вот такие большие и необычные крылья. Их можно использовать в качестве украшения для детской комнаты или для спальни, а также использовать их в качестве детали праздничного образа. То есть сделать им лямки и, превратившись в ангелочка, а может быть и в демона, смотря как вы их раскрасите, устроить себе фотосессию. Крылья получились достаточно большие и их сложно уместить в кадр, но я попробую. Итак, для работы нам понадобятся яичные лотки. Отрезаем у них крышечки. Из них можно сделать очень красивое панно для дома. Ссылка на мастер-класс, подсказки и в описании под этим видео. А из оставшейся нижней части лотка вырезаем конусы. Боковые части не выбрасывайте, они нам тоже понадобятся. Конусы разъединяем. И если присмотреться, то можно заметить, что каждая сторона конуса имеет форму перышка. Разрезаем каждый конус на 4 части и из каждой части вырезаем перо. Таких перьев нам понадобится достаточно много. Точное количество я вам не скажу, но у меня ушло примерно 50 лотков. Так что сначала даем задание всем родственникам собирать лотки от яиц, а потом запасаемся терпением, включаем интересный фильм и долго-долго разрезаем их на части. Самое главное – это найти хорошие острые ножницы, потому что без них эта работа будет очень сложной и ваши ручки устанут уже после первого лотка. Из боковых стенок лотка нам также нужно вырезать перышки. Только форма у них получится не вытянутая, а кругленькая. Дальше вам будет необходимо распечатать и вырезать шаблон крыльев. Шаблон вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Шаблон состоит из 6 листов, которые я пронумеровала, чтобы вам было удобнее понять, как их скрепить между собой. Также вам понадобится картон, на который нужно будет перенести шаблон крыльев. У меня не нашлось такого большого листа, поэтому я собирала его из нескольких маленьких. И, конечно же, нужно использовать не один лист, а склеивать 3-4 листа вместе, чтобы получилась крепкая основа. Крылья вырезаем острым канцелярским ножом и не забудьте что-то подложить под картон, чтобы не прорезать стол. И, кстати, не старайтесь прорезать картон в одно движение. Лучше проводите несколько раз по одному и тому же месту. Так и срез получится аккуратней, и сил на это вы потратите меньше. Так как картонная основа у меня была составная, я решила дополнительно укрепить ее с одной стороны, оклеив кусочками бумаги. Лучше всего для этих целей подойдет крафт-бумага или бумага тишью. Тишью мне нравится больше, так как она, во-первых, тоньше, а значит быстрее и лучше пропитывается клеем, а во-вторых, она после высыхания распрямляется и, в отличие от крафт-бумаги, почти не имеет складочек. Но, повторюсь, я оклеивала бумагой основу только потому, что у меня не нашлось большого куска картона, и мне пришлось его собирать из кусочков. Если у вас будет основа не составная, то этот этап вы спокойно можете пропустить. Основу крыльев я оклеила бумагой только с одной стороны, так как со второй стороны будут приклеены перья, и они уже сами по себе создадут достаточно хорошее и прочное покрытие.
Ну что, берем заранее подготовленные длинные перышки и начинаем заполнять ими крылья. Начинать нужно снизу, постепенно поднимаясь все выше и выше. И я вам советую клеить перья одновременно и на левое, и на правое крыло. Так они у вас получатся симметричными. Перышки клеим в шахматном порядке, так, чтобы каждый последующий ряд частично перекрывал предыдущий. Так как крылья имеют изгиб, то примерно на середине заготовки вам будет нужно поднимать внешние края оперения выше внутренних. Для этого просто располагайте с внешней стороны перьев больше, чем с внутренней. То есть с внешнего края у вас получится больше рядов перьев, чем с внутреннего. На этом этапе уже можно заниматься сначала одним крылом, а потом вторым. На самой широкой части крыльев внешний край оперения поднимается еще выше. В итоге верхняя и центральная часть крыльев осталась пока не заполненной перьями. Эту область мы будем заполнять перышками округлой формы. Благодаря такому чередованию перьев крылья будут смотреться реалистичнее, а яичных лотков на работу у вас уйдет значительно меньше. Округлые перышки нужно располагать так же, как и длинные, снизу вверх и в шахматном порядке. Обратите внимание, что на протяжении всего заполнения основы я выносила края перьев за границы изначального контура крыльев. Это делалось для того, чтобы картонная основа не была видна ни с лицевой стороны, ни с боков. Не знаю, как для вас, а для меня День Святого Валентина не входит в число моих любимых праздников. Нет, конечно, для влюбленных, которые только начали встречаться, это отличный повод устроить себе незабываемое свидание. Или для тех, кто боится признаться в своих чувствах, это тоже хороший повод открыться тому человеку, который вам нравится. А вот если вы уже давным-давно в отношениях и ждете 14 февраля, чтобы признаться еще раз в любви своей второй половинки и сделать ему приятное, это, конечно, неплохо, но, на мой взгляд, немного странно. Я считаю, что нужно все 365 дней в году напоминать о своей любви, уделять внимание, радовать и проводить время со своими вторыми половинками. Возможно, я очень сильно заблуждаюсь насчет этого праздника, и вы откроете мне глаза. Поэтому я с большим удовольствием почитаю ваши комментарии. Отмечайте вы этот праздник. И если отмечаете, то где, как и с кем. Свое отношение к 11 Валентина я озвучила лишь для того, чтобы вы поняли, почему на моем канале так мало мастер-классов к этому празднику. А те, которые есть, на самом деле можно приурочить абсолютно к любому другому празднику. Или сделать их просто так, без повода. Вот и с этими крыльями получилось все то же самое. Ими можно украсить дом и к 11 Валентина, и к Пасхе, и к Рождеству или Новому году, или даже оставить их на постоянной основе. Кстати, я собираюсь сделать именно так. Мою дочку зовут Ангелина, и мне кажется, этот декор как нельзя кстати подходит к ее имени. Крылья собраны, и нужно сделать крепление для подвеса. Я склеила несколько картонных прямоугольников и вкрутила в них покупное крепление для картин. Ссылочку на такие крепления я добавлю в описании под этим видео. Для дополнительной надежности саморез я промазала клеем. И всю эту конструкцию я приклеила на крылья с задней стороны ровно по центру. Даем клею высохнуть, и можно переходить к росписи. Для своих крыльев я смешала белую краску с небольшим количеством охры и капелькой желтой краски.
Но вы можете сделать любой цвет и оттенок, который лучше всего подходит именно вашему интерьеру. Краску удобнее всего наносить плоской синтетической кистью, и для плотного тона понадобится 2-3 слоя. Дальше сухим спонжем я прошлась по всем перышкам перламутрово-розовой краской. И приглушила розовую краску, пройдясь по ней спонжем с белой краской. В завершении, чтобы добавить объема и блеска, прошлась по краю каждого перышка золотой краской. Крылья готовы, и по желанию можно сделать для них какой-то дополнительный декор. Для декора я использовала фанерное сердечко, которое раскрасила в пыльно-розовый цвет, и веточки от коврика из Fix Price. Это остатки от прошлогоднего коврика, из которого я делала пасхальный веночек. Кстати, если не видели этот мастер-класс, обязательно посмотрите, веночек получился очень нежный и нарядный. Ссылка на него в описании под этим видео. Веточки приклеиваю к торцу сердечком, чтобы получился пышный кустик с сердечком в центре. На сердечко приклеиваю надпись «Люблю». Это тоже фанерная заготовка, которую я раскрасила в золотой цвет. И само сердечко я решила украсить золотыми завитушками. Сделать это я решила самодельной контурной краской. Помните, еще в прошлом году я показывала вам мастер-класс, как самостоятельно сделать акриловые контуры. Так вот, этот контур хранился у меня с тех самых пор. Как видите, с ним ничего не случилось. Он не засох, просто стал чуть гуще, чем 11 месяцев назад. По-моему, это просто превосходный результат. И, кстати, больше я контуры не покупаю, использую только самодельные. Ссылка на мастер-класс, подсказки и в описании под этим видео. На самом деле я специально сделала съемный декор, чтобы при желании можно было адаптировать эти крылья к любому празднику. То есть, если сейчас я сделала вот такое сердечко, то на пасхальную тематику можно сделать сюда яйца. К Новому году можно повесить сюда какие-то елочные украшения. Сам декор вот этот у меня, он съемный. Я его не стала закреплять на постоянной основе. Также можете сделать и вы. И при желании, кстати, можно не делать вообще никакого декора. Тоже смотрится достаточно симпатично. Ну что ж, я надеюсь, сегодняшний мастер-класс вам понравился. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Ну а если вам что-то не понравилось, то можете поставить и дизлайк. Другие его не увидят, но я увижу и приму ваше мнение к сведению. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.